try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Ваш фаленопсис имеет отличную розетку и здоровую корневую систему. Она давно достигла возраста цветения, но не цветет. Вы ей даже исполнили все возможные танцы с бубном, а результата нет. Сегодня я расскажу вам, как легко зацвести фаленопсис, и даже тот, который уже и забыл, как это делается. Начнем с того, что уход за разными видами орхидей очень отличается друг от друга. И это связано с тем, что строение всех видов орхидей разное, и растут они в разных климатических поясах, и, соответственно, подход в уходе тоже будет отличаться. Вот, например, для того, чтобы зацвести фаленопсис и котлею, для этого потребуются абсолютно разные условия и разный подход. И будет неправильно, если сейчас мы будем обобщать, как в общем зацвести орхидею и все виды орхидей брать под одну гребенку. А так как я занимаюсь коллекционированием именно фаленопсисов, о них я знаю из своего опыта уже больше всего, и поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, как зацвести именно фаленопсис. Дальше в своем тексте под словом фаленопсис я буду употреблять слово орхидея. Мне просто так проще излагать свою мысль. Но имейте в виду, что я буду подразумевать именно подвид орхидей фаленопсис. Итак, для стимуляции цветения мы будем брать подростки, которые достигли возраста цветения, а также взрослые экземпляры с хорошо развитой корневой системой и отличной вегетативной массой. Но также помните, что все ваши экземпляры, которые вы хотите зацвести, должны уже выйти из стадии зимнего покоя. Для стимуляции цветения во внимание не берутся ослабленные растения, растения в стадии реанимации и недавно пересаженные орхидеи. Итак, давайте подведем итог. Участвовать в стимуляции цветения у нас будут здоровые подростки, которые достигли возраста цветения, взрослые экземпляры с хорошо развитой корневой системой и здоровой розеточкой, при учете, что все ваши орхидейки, которые вы хотите простимулировать, вышли из состояния зимнего покоя, а это значит, что у них уже начался рост либо нового листика, либо проснулись корешочки, и вы видите их активное состояние. Весна и осень – самый благоприятный период для стимуляции закладки цветоносов. В этот период мы легко можем устроить необходимую нам разницу между ночными и дневными температурами, при учете, что у вас, конечно же, отключили отопление. Днем орхидейка будет получать достаточное количество освещения, при этом солнечное тепло будет нагревать листики растения, а ночью, соответственно, оно будет охлаждаться. И тем самым мы получим необходимую нам естественную разницу примерно где-то в 6-10 градусов. В этот период орхидея получит достаточное количество углекислого газа, и его хватит не только на рост новых листиков и корней, а еще и избыток пойдет на закладку цветоносов. 2-3 такие продуктивные недели обеспечат вам долгожданное цветение. Кому интересно, как это происходит, задержитесь на этом участке видео. Кому не очень, перемотайте. Но я все же рекомендую вам остаться, потому что сейчас я очень простым и доступным языком объясню важные процессы, происходящие в орхидее. При помощи этих знаний вы сможете не только легко зацвести орхидею, а и наращивать новые листики и корешки. А вы со школьных уроков помните, что такое фотосинтез? Если сейчас без научных терминов, то это когда
при свете дня из воды и углекислого газа при помощи хлорофилла образовываются новые клетки растений. Орхидеи поглощают углекислый газ через специальные устицы, которые находятся на нижней части листочка. Это та часть листа, которая смотрит у нас в пол. Эти устицы открываются и поглощают углекислый газ только ночью. Это в тот момент, когда температура у нас ниже, а влажность выше. Именно так полученный углекислый газ растение в первую очередь направляет на образование новых листиков и корешков, так как они у нас участвуют в фотосинтезе и приеме влаги, что имеет первостепенное значение для растения. А для того, чтобы сформировался цветонос, растение должно без перерыва получать одинаковый объем углекислого газа. Чтобы устицы и листья смогли ночью поглощать как можно больше углекислого газа, растения днем должны хорошо освещаться и, соответственно, нагреваться от солнечного тепла, а ночью охлаждаться. И чем больше будет разница между температурой дня и ночи, тем больше углекислого газа сможет собрать растение, и тем больше вероятность, что полученный избыток углекислого газа пойдет на образование цветоносов. Вот таким образом температура влияет не только на образование и закладку цветения, а и на хорошее развитие растения в целом. Друзья, но это еще не все. Стимулируя наши орхидеи перепадами температур, в этот момент мы вносим удобрения с высоким содержанием фосфора. Вносить мы его будем 4-6 раз с интервалом в 2 недели. Это примерно через полив обычной водичкой. Удобрение с высоким содержанием фосфора – это когда в нашей золотой формуле НПК фосфор будет преобладать перед другими компонентами. Кто не знает, НПК – это формула, золотая формула любого цветовода. Н – это у нас азот, П – это фосфор и К – это калий. Я вот, например, взяла для вас, для примера, свое удобрение, которым пользуюсь я. И вот вы видите, да, мне не очень хорошо сейчас видно где, но в общем НПК написано и процентное соотношение этих компонентов. И видно, что 10 это азот, 54 фосфор и 10 калий. Вот такие удобрения, где фосфор в большем значении перед другими остальными компонентами, такое удобрение называется удобрение с высоким содержанием фосфора. И вот неважно, какую торговую марку вы найдете у себя в городе, это совсем не важно, как оно будет называться. Важно, чтобы принцип вот в этой формуле сохранялся. Вы также можете найти удобрение, где процентное соотношение тоже может быть другим. Например, 10, 30, 10. Это тоже фосфоросодержащее удобрение, поэтому смело можете его брать. Вот. Значит, еще один такой важный момент. Концентрацию мы делаем в 2 раза меньше, чем указано в инструкции или на упаковочке. Это обязательно. И такой принцип вообще используйте, удобряя вашу коллекцию. Еще тоже один важный фактор, что хочется мне заметить и отметить, применяем удобрения до первого набухания бутончика. Раньше в своей практике я применяла принцип удобряю до момента раскрытия первого бутона. Сейчас свою тактику я изменила. Сейчас я удобряю
удобряю до набухания. Вот когда только бутончики начинают набухать, я уже перехожу исключительно только на полив чистой водой, как я уже говорила когда-то, мягкой фильтрованной водичкой, вот, и до конца цветения. Еще важно, что удобряем не с каждым поливом мы вносим удобрения. Мы вносим по сезону. Вот если сейчас сезон весенне-летний, то мы, согласно весенне-летнего периода, чередуем обычные поливы водой с удобрениями. Я еще, кстати, могу чередовать, я это делаю. Я чередую фосфоросодержащее удобрение со сбалансированным удобрением. Сбалансированное удобрение – это когда вот в этой формуле все микроэлементы, все компоненты находятся в одинаковом соотношении. Например, там 10, 10, 10, 20, 20, 20. Вот такое удобрение, оно называется сбалансированным. И до момента первого набухания бутончиков, вернее, я применяю, чередую, могу чередовать вот эти два вида удобрений. Итак, давайте подведем итог нашего сегодняшнего с вами видео, нашей сегодняшней объемной встречи. Если вы будете хорошо понимать процессы, происходящие у растения, и чувствовать нужды своей любимицы, у вас никогда не возникнет вопрос, как зацвести орхидею. Ну что ж, друзья мои, а я сегодня буду уже с вами прощаться. Надеюсь, что мои знания и мой опыт помогут вам разобраться на первый взгляд вроде непростом, но простом вопросе. Если кому-то было интересно и познавательно, мне будет приятно, если вы поставите пальчик вверх. А я прощаюсь с вами до новых роликов, до новых обзоров. С вами была Ксюша, и всем пока! Try to fly